Привет всем! Меня зовут Елена Ирмина. Сегодня с вами вяжем крючком. Посмотрите, какую летнюю футболку, летний топ можно связать крючком на любой размер и на любой возраст. Узор, которым вяжется футболка, очень простой, легко, быстро, просто вяжется, легко запоминается, не просвечивает и подойдет для вязания многих вещей. А как он вяжется, я сейчас вам все покажу. Сейчас берите пряжу, берите крючок и приступаем к вязанию. Я буду вязать узор из моей любимой пряжи Baby Cotton. Это 100% мягкий египетский хлопок в 50 граммах 180 метров. Ссылку на пряжу и на интернет-магазин, а также свой промокод на скидку, размер скидки 5%, я оставила в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Номер цвета пряжи 10. Крючок номер 2,25. Данная модель топа футболки вяжется просто. Вяжете 2 полотна. Можно оформить вырез горловины, сделать его круглый, либо квадратный. А можете просто связать 2 полотна нужной ширины и длины, соединить плечевые, боковые швы, и у вас будет вырез горловины лодочка. Но если вы хотите научиться вязать более сложные модели, в конце видео вы найдете весь каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов, которые я разработала специально для начинающих вязальщиц. Выбирайте из каталога любую вещь, пишите мне в комментариях название мастер-класса, название проекта, и я вам обязательно отвечу, как вам получить мастер-класс и присоединиться к вязанию. Все мои мастер-классы формат видео плюс схемы. Вязать можно хоть круглый год, все мастер-классы готовы, и присоединиться к вязанию можно в любой момент, в любое время. Раппорт узора, который мы сейчас будем вязать, состоит из 3 рядов и 8 петель. Количество набранных петель должно быть кратное 8 плюс 4 петли для симметрии узора. Данный вид узора можно вязать по кругу и также прямыми и обратными рядами. Мы будем с вами вязать 2 раппорта. Для образца набираем цепочку. Длина цепочки 20 воздушных петель. Цепочку из воздушных петель набрали. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираем еще дополнительно 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. От конца цепочки отсчитываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В основании 7 петли провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю 1 петлю цепочки и через петлю провязываем следующий столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, пропускаю 1 петлю, через петлю вяжем столбик с одним накидом. И таким образом мы повторяем вязать узор первого ряда до конца. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом через петлю. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Очень просто вяжется. Значит, столбик связали, петлю пропустили, через петлю следующий столбик с одним накидом. Давайте будем вязать. Я буду вязать за кадром и вместе заканчиваем ряд. Довязали ряд до конца, и с учетом петель подъема у нас должно быть 11 столбиков с одним накидом. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. 4 петля – это элемент узора. Общая длина цепочки 4 воздушные петли. Разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину столбика с одним накидом под косичку всегда ввожу крючок. Провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В следующую вершину столбика опять же под косичку
провязываем столбик с одним накидом. Это у нас будет первый столбик. Далее мы поверх цепочки из одной воздушной петли провязываем второй столбик с одним накидом, вершину столбика с одним накидом третий, поверх цепочки из одной воздушной петли четвертый и вершину столбика с одним накидом пятый. Связали фрагмент из 5 столбиков с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика с одним накидом провязываем первый столбик с одним накидом. Далее поверх цепочки провязываем второй, вершину столбика с одним накидом третий, поверх цепочки четвертый столбик с одним накидом и вершину столбика с одним накидом пятый. Второй фрагмент из 5 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропускаю 1 петлю цепочки и в следующую, получается, через петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами второй ряд. Давайте сразу же разберемся, из чего состоит у нас раппорт во втором ряду. Как мы повторяем узор. Значит, начало раппорта у нас первый столбик с одним накидом. В основу раппорта входит 5 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И вот от этого места до следующей группы столбиков 5 штук вот этот фрагмент вы все время повторяете до конца ряда. Там, где у нас начинается следующая группа столбиков из 5, это уже начало следующего раппорта, второго. В основу раппорта 8 петель. Смотрите, первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Третий ряд – это повторение второго ряда. Вяжем все точно так же. Цепочку сразу же провязываем 4 воздушные петли. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом под косичку вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И приступаем к вязанию первого раппорта. Вершину каждого столбика с одним накидом под косичку вводим крючок, провязываем. Общее количество столбиков у нас 5. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Также в основу раппорта входит 1 воздушная петля, столбик с одним накидом и 1 воздушная петля. Все, связали с вами первый раппорт узора. Вот отсюда он начинается, вот с этого столбика, и заканчивается 1 воздушной петлей. Приступаем к вязанию второго раппорта. Провязываем в каждую вершину столбика с одним накидом по 1 столбику с одним накидом. Общее количество столбиков у нас здесь должно быть 5. Первый, второй, третий, четвертый, 5. 1 воздушная петля.
1 столбик с одним накидом. Провязываем в вершину столбика. 1 воздушная петля. Все, связали второй раппорт. Теперь мы вяжем, спрямляем ряд, пропускаю одну петлю и во вторую вяжем столбик с одним накидом. Данный вид узора можно вязать прямыми и обратными рядами и по кругу. Мы с вами вяжем прямыми и обратными рядами. А когда при такой технике вязания мы должны начинать ряд и заканчивать одинаково. Все, связали с вами 3 ряда. У нас получилось 1 раппорт в высоту из 3 рядов. Вот первый, второй, третий — это раппорт узора. И 2 раппорта в ширину. Вот для удобства здесь можно посчитать вот эти группы из 5 столбиков. Значит, это первый раппорт и второй раппорт. 2 раппорта. Вяжем первый ряд второго раппорта. Давайте свяжем вместе. По счету это 4-й ряд. 4-й ряд вяжется точно так же, как мы с вами вязали первый ряд. 4-й ряд. Набираем цепочку. Длина цепочки 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом под косичку вводим крючок. Всегда. Провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Здесь мы пропускаем столбик и через столбик провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Опять пропускаем столбик. 1 пропустили и в вершину следующего провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину столбика столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Через столбик провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаем столбик и получается через столбик вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину столбика столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю одну петлю цепочки и в следующую петлю, во вторую, провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами первый ряд второго раппорта. По счету это 4-й ряд. Для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, повторяя все время 2-й, 3-й и 4-й ряды. Раппорт узора 3 ряда. 2-й, 3-й, 4-й, 2-й, 3-й, 4-й. Вяжите до нужной высоты. Желательно связать квадрат. Свяжите квадрат для того, чтобы было проще сделать расчеты, сколько петель и раппортов вам необходимо набрать для того, чтобы связать футболку, либо топ, можно связать майку, кардиган, жилет, жакет. В общем, все, что угодно. Узор настолько универсальный, что подходит для вязания многих вещей. Это может быть и летние вещи, и также демисезонные, потому что, посмотрите, он в меру плотный, в меру ажурный и неплохо смотрится. А сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих попетельных мастер-классов. Для начинающих выбирайте любую понравившуюся модель и пишите в комментариях «Хочу связать» и название проекта. Я вам обязательно отвечу, как получить мой авторский подробный попетельный мастер-класс и чтобы присоединиться к вязанию. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать
Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей, формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с точным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка»,
либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками. Пряжу Baby Cotton. Здесь уже цвет
такой нежно-нежно-сиреневый. 33. Очень приятный цвет. Такой, знаете, вот камера также правильно передает этот цвет. Очень он мне нравится, все оттенки сиреневого, голубого, бирюза, мята, также бежевый. Люблю такие цвета нежные, пастельные. И также вязать очень удобно, снимать для вас мастер-классы, так как на светлых оттенках очень хорошо смотрится узор. Камера передает правильно вот этот цвет. Это итальянская коллекция. Название пряжи Baby Cotton. Стопроцентный египетский хлопок. В 50 граммах 180 метров. Пряжа прекрасно вяжется крючком, спицами. Девочки, рекомендую. Я вам рекомендую самую лучшую пряжу, из которой я вяжу. Вот эту пряжу я заказываю каждый раз. Она у меня в моих заказах. И все время ее повторяю в разных цветах. Цвет пряжи указан на этикетке 03, такой нежно-бежевый. Это средний оттенок. Он и не светлый, и не темный.